Вот так выглядит уходящий Новый год. А еще вот так. Потому что во второй половине января можно получить одни из самых выгодных предложений от авиакомпаний. И поэтому мы летим в Болгарию с компанией Wizz Air за 1200 рублей. У этого лоукостера есть всего лишь один нюанс. Нужно заранее на сайте пройти онлайн-регистрацию. Если вы этого не сделаете, то аэропорт возьмет с вас за простую услугу определения места и распечатывания вашего посадочного талона 3500 рублей. То есть в 3 раза дороже, чем стоит сам перелет. В аэропорту Софии нас ждет самый настоящий сюрприз. Никаких такси и дорогущих трансферов. Мы садимся на метро. Если вы прибыли в терминал 1, воспользуйтесь бесплатным автобусом до терминала 2, который буквально за 3 минуты доставит вас к метро. Не забудьте полюбоваться фантастическим видом на горы, который открывается прямо перед входом на станцию. Билет стоит 1,6 лева, это около 70 рублей, но оно того стоит. Меня поразила мысль, насколько это удобно и насколько странно, что ни в Москве, ни в Петербурге ни один аэропорт не имеет связи с метро, поэтому приходится заботиться о трансфере, что совсем неудобно, если у вас не близкая дорога и много чемоданов с собой. Метро в Софии полно сюрпризов, неочевидных, но по факту кажущихся совершенно логичными, если посмотреть на них глазами заботы о пассажирах. Например, необычная автоматическая решетка, которая должна предотвратить падение пассажиров на пути. На многих станциях пути находятся в центре зала, а не у стены. Выглядит тоже достаточно необычно, но позволяет более плодотворно использовать остальную площадь станции. Дизайн станций достаточно лаконичен и лишен тяжеловесных конструкций и претензий на монументальность, как, например, в метро Петербурга. Карта станций тоже достаточно проста. Хотя есть один нюанс. Это 2 ветки, которые идут параллельно друг другу. При этом поезда обеих веток прибывают на один и тот же перрон. Можно запутаться, и я это сделать смогла. Но нам с вами в помощь и табло с временем отправления поездов каждой ветки, и объявление по громкой связи, и надпись на головном вагоне, и даже цветовая разметка поездов, которая полностью соответствует цвету линии. Нам с вами нужна станция Сердика. Она находится в центре Софии, и у нее очень выгодное расположение. Самое большое количество исторических памятников и достопримечательностей Софии расположено именно здесь. Поэтому у Сердики целых 8 выходов. К счастью, все они размечены указателями. Настоятельно рекомендую вам задержаться на этой станции подольше, потому что она представляет собой самый настоящий музей. При раскопках и строительстве станции была обнаружена улица древнеримского города Ульпия Сердика. И уже здесь, прямо в метро, начинается наше с вами погружение в историю Болгарии. И, по сути, и в мировую историю. Потому что Сердика знала и римских императоров Трояна, Марка Аврелия и Юстиниана, а император Константин Великий называл Сердику «мой Рим», по крайней мере до того момента, как оказался в настоящем Риме. Все, что было найдено при раскопках, экспонировано не только в музеях Софии, но и прямо здесь, внутри станции метро Сердика, возле ее выходов и вокруг метро. То есть у нас есть шикарная возможность не только спуститься под землю, но буквально телепортироваться во времени на много веков назад. Мы выходим из метро и сразу попадаем на улицу. Господи, какое же счастье, что нет никаких длинных маршевых лестничных переходов, которые надо мучительно преодолевать. А еще есть лифт, на случай, если вы с коляской или с большим багажом.
Как же приятно, когда о тебе заботятся.